Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю медовую шарлотку с яблоками и орехами. Тесто получается такое нежное, пышное, воздушное, с ароматом яблок, меда, корицы. Ну как же это вкусно! Обязательно приготовьте такой медовый яблочный пирог. Я уверена, он всем понравится. И, кстати, на моем канале уже есть рецепт классической шарлотки с яблоками. Его посмотрели очень много людей и очень много приготовили. Все остались невероятно довольны. Для приготовления теста мне понадобится также в тесто я буду добавлять яблоки, орехи, лимонную цедру, немного лимонного сока и корицу. Подготовлю форму. У меня разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Выстелю ее пергаментной бумагой. У меня бумага хорошего качества, я ее ничем не смазываю. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, смажьте ее слегка растительным маслом без запаха. Предварительно обсушенные в духовке при температуре 170 градусов примерно 10 минут орехи измельчу ножом. Я буду измельчать не слишком мелко. Буду делать такие средние кусочки. 4 средних яблока очищаю от кожицы. Удаляю сердцевину и режу средними кусочками. Не слишком мелко. Натру цедру одного лимона. Натираем только верхнюю желтую часть. Разрезаю лимон и выдавлю сок на яблоки, чтобы они не темнели. Понадобится примерно столовая ложка сока лимона. Перемешаю и теперь займусь подготовкой теста. Разбиваю в миску яйца. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Добавляю соль, всыпаю сахар и взбиваю миксером примерно в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Добавляю мед. Используйте жидкий мед. Если он у вас засахарился, можно его слегка подогреть. Перемешиваю. Просеиваю муку и соду. Соду ничем гасить не надо, она погасится в тесте медом. Аккуратно все вмешиваю венчиком. После того, как вмешали муку, добавляем масло. Сначала добавляю сливочное масло и вмешиваю, и затем добавляю растительное. Если вы хотите, можно использовать только растительное масло или только сливочное. Но растительное придает тесту большую влажность, а сливочное – сливочный вкус. Теперь венчик убираю. Получилось вот такое не густое тесто. Добавляю в него орехи, перемешиваю. И добавляю яблоки с лимонным соком и цедры лимона. По желанию в это тесто можно добавить корицу. Я не буду добавлять. Корицей я присыплю мой пирог сверху. Мне так больше нравится. Вот такое тесто в итоге получилось. Переливаю его в подготовленную форму, разравниваю. И вот теперь сверху присыпаю корицей. Я люблю готовить шарлотку именно так. Рецепт классической шарлотки есть у меня на канале. Я оставлю на него ссылку в описании. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Мой пирог я достала из духовки. Проверяю готовность. Зубочистка выходит абсолютно сухая. Сверху вот такая образовалась замечательная сахарная корочка. Пирог у меня выпекался 40 минут. Сейчас я аккуратно открываю форму, перетаскиваю пирог на решетку, открываю пергаментную бумагу и оставляю остывать. Выглядит все, конечно, просто потрясающе. А аромат еще лучше. Пахнет медом, яблоками и корицей. Как же это вкусно! Сверху мою медовую шарлотку присыпаю сахарной пудрой и разрезаю. Вот такая красота получилась. Эта медовая шарлотка получается необычайно вкусная, очень пышное, воздушное тесто. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии.
Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!